Вас приветствует канал Теплица. В прошлом видео мы собирали схему газоанализатора с аварийной сигнализацией. Сегодня я подключу наш аппарат к интернету. Таким образом, показания датчика можно отследить из любой точки мира и можно будет контролировать состояние атмосферы в конкретном месте. Датчику необходим только выход в сеть. В этом ролике мы будем подключаться через роутер с помощью патчкорда RG45. Соответственно, нам необходимо дополнительно интернет-шилд для Arduino VizNet 5100, патчкорд, удаленный сервер для работы скрипта приема и отображения данных. Для тех, у кого нет возможности обзавестись собственным сервером, я бесплатно предоставлю площадку для экспериментов. Как ею пользоваться, я расскажу в следующем ролике. А пока приступим к сборке схемы. Благодаря модульности Arduino много переделывать не придется. Я удалю систему сигнализации, которую мы рассмотрели в прошлом видео. Если ее оставить, придется питать плату сторонним источником, так как реле в режиме срабатывания потребляет довольно много, и система может стать неустойчивой. В каждом конкретном случае схему можно собрать с нужными свойствами. Также обратите внимание на подключение LCD экрана. Теперь соединение ножек необходимо выполнить исключительно по схеме. Это связано с тем, что Ethernet Shield использует для своей работы пины с 10 по 13, а 4 пин используется для работы SD-карты, карты памяти самого шилда. Поэтому использовать эти пины для своих целей нельзя. Датчик оставляем на старых пинах, аналоговый 5, питание и 0. Просто подключаем его через шилд. Теперь рассмотрим скетч. Первым делом подключаем библиотеки. Для работы подключаем библиотеки SPI и Ethernet. Задаем MAC-адрес шилда. Создаем клиента. Задаем интервал отправки данных. Ключ. Эта переменная используется для доступа к личному кабинету на нашем сайте. Как получить этот ключ и что с ним делать, я расскажу в следующую пятницу. Request. Переменная запроса отправки данных. Адрес вашего сервера или сайта. Инициализируем шилд. Проверяем разрешение на подключение. Если с момента отправки данных прошло менее 5 секунд, данные не отправятся. Переходим к функции отправки данных. Переменная request формируется в виде строки, которая содержит данные датчика. При успешном подключении данные отправляются и соединение закрывается. Остальные функции вам известны. Посмотрим, что у нас получилось. Клиент Shield каждые 5 секунд стучится на сайт и пытается записать данные. Так как запись возможна исключительно по ключу, записываются только те данные, которые передает конкретное устройство. Теперь смотрим, как работает система. На данный момент показания прибора составляют 54 промилле. Чтобы прибор показывал 0, его необходимо откалибровать. Проще всего это сделать программно в самом скетче. Однако в большинстве бытовых случаев точное измерение не требуется. Достаточно установить порог срабатывания. Добавим в атмосферу опасный газ. Как видно, датчик очень шустрый с хорошей реакцией. Показания на сайте существенно задержатся от показаний LCD экрана. И хотя это время можно сократить, делать этого не стоит, это не критично. При желании можно реализовать отправку оповещения прямо с сайта на ваш мобильный. Для этого надо подключить SMS-биллинг, но это тема отдельного разговора. Показания прибора начали падать. Через некоторое время чувствительный элемент датчика восстановится. Показания на сайте, соответственно, тоже. Как видите, система работает устойчиво, выполняет свою функцию. Между прочим, приятный бонус. На некоторых компьютерах питание USB остается даже при выключенном компьютере. В общем, собирайте, экспериментируйте. А я в следующую пятницу приглашаю вас присоединить ваше устройство к нашему сайту. Как это практически сделать, я расскажу в следующем видео. А на сегодня все. До встречи.